Привет, армия. В последнее время мы видим, как чингуки начали распространять слухи из ниоткуда. Каждый раз, когда они замечают, что Чингук и Тэхён проводят больше времени вместе или становятся ближе, группа людей, похоже, начинает выдумывать истории, чтобы очернить их отношения. Это стало обычным делом, они пытаются выдумывать истории, но в итоге только опозорятся. Яркий пример – концерт Тайлера. Он состоялся дважды, 13 и 14 сентября. 14 числа официальный аккаунт Тайлера опубликовал фотографию, на которой были Тэхён, Намджун и Джей Хоуп. Эта фотография подтверждала, что они действительно были на концерте в тот день. С другой стороны, Дженни из Blackpink была там 13 сентября. Два разных дня, разные обстоятельства. Тем не менее, чингуки воспользовались возможностью выдумать истории, которых никогда не было. Самое забавное, что все было хорошо задокументировано – даты, фотографии и даже видео. Однако некоторые люди предпочли проигнорировать факты и выдумать собственные истории. Результатом стала попытка связать Тэхёна с Дженни без каких-либо доказательств, просто потому, что им было удобно подогревать слухи. Затем возникла проблема с футболками. На концерте были специальные подарки для VIP-гостей, и Тэхён, и Намджун появились в них лично. Среди присутствующих была подруга, которая пошла с Дженни, и ей вручили одну из футболок. В этот момент Джикук начала утверждать, что Дженни получила подарок и передала его Тэхёну. Проблема заключалась в том, что на видео, где девушка показывала футболку, ее лица не было видно. Из-за этой небольшой путаницы они и распустили большой слух. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что одежда, которую носил друг, отличалась от той, что носила Дженни 13 сентября. Достаточно, чтобы доказать, что подарок предназначался именно ему, а не Дженни. Именно тогда стало ясно, что все это было выдумкой. Дженни пошла на концерт 13-го, Тэхён был там 14-го, они не были знакомы, у них не было общего пространства или времени, все остальное было лишь беспочвенными домыслами. И самое ироничное, что вместо того, чтобы навредить Тэхёну или Чингуку, подобные слухи на самом деле показывают легкомыслие людей, которые их выдумывают. Важно не то, что говорят слухи, а то, что произошло между Чингуком и Тэхёном, как они продолжали общаться, как естественно они нашли друг друга, и как они оставались близкими, несмотря ни на что. Им не нужна была чья-либо защита, потому что то, как они были вместе, говорило громче любых слухов. Этот случай с концертом и футболкой – еще один пример того, как они пытаются создать бессмысленную историю. Если внимательно изучить факты, все сходится: разные даты, явные улики, детали, опровергающие любую теорию. И пока другие тратят время на выдумывание историй, Чингук и Тэхён продолжают заниматься своим делом, не позволяя слухам изменить то, что у них уже есть. Чингук только что вернулся в Корею, его прибытие стало моментом, полным эмоций. В аэропорту его ждала толпа, объятая одним желанием – увидеть его возвращение. Атмосфера была радостной, ликующие крики и камеры, запечатлевшие каждое его движение. Но больше всего привлекла его улыбка, спокойствие и энергия, которую он всегда излучает, когда у него хорошее настроение. Он был явно рад вернуться и воссоединиться со своими поклонниками. Приветствие показало, насколько сильна его привязанность к нему, не только к музыке, но и к тому, что он значил для тех, кто следил за ним как человек. Видеть, как он уверенно идет, изредка машет рукой и демонстрирует спокойствие, было достаточно, чтобы оправдать ожидания. Теперь многие надеются, что он отдохнет дома несколько дней, восстановит силы, а затем постепенно вернется к своим делам. Пока Чингук переживал этот момент возвращения, Тэхён тоже проявлял признаки близости, но с другой стороны. На Уиверс он ответил на посты, посвященные Тэхёну, что не осталось незамеченным. Этими ответами он дал понять, что заботится о тех, кто разделяет то, что он разделяет с Чингуком. Он также ценит тех, кто поддерживает его, не принимая критику или слухи. Эти детали могут показаться незначительными, но они очень много значат для фанатов. Это показывает, что Тэхён осознает важность этих отношений и поддерживает их просто, но искренне. С каждым взаимодействием в социальных сетях он подтверждает то, что мы видели бесчисленное количество раз, что его отношения с Чингуком остаются крепкими, независимо от того, что пытаются создать другие.
Воспоминания Тэхёна наполнены особыми моментами. Мы видели, как они смеялись вместе на стримах, делились эмоциональными моментами или просто наслаждались обществом друг друга. Именно эта естественность объединяет большинство тех, кто следит за ними. Нет нужды преувеличивать, потому что то, что они делают вместе, кажется близким и подлинным. Вот почему каждый раз, когда они появляются вместе вживую или разделяют момент на публике, это становится чем-то, чего они с нетерпением ждут. Многие мечтают поскорее вернуться к прямым трансляциям, потому что именно такое взаимодействие оставляет неизгладимое впечатление. Шутки, смех, спонтанные жесты, которые в итоге запоминаются надолго. Интересно то, как оба этих момента, прибытие Чингука и активность Тэхёна на Уиверс, заканчиваются чувством связи. Один уходит с улыбкой, которая успокаивает фанатов, в то время как другой появляется в социальных сетях, выражая поддержку аккаунтам, прославляющим их единение. Они не происходят в одном и том же месте или ситуации, но вместе они создают историю, которая усиливает то, что представляет собой Тэхён. Важна каждая деталь, от приветствия Чингука в аэропорту до комментариев Тэхёна на цифровых платформах. Все это части, которые, сложившись вместе, показывают целостную картину, непрекращающуюся близость и предвкушение грядущего. Несмотря на слухи или попытки отвлечь внимание беспочвенными теориями, реальность отличается. Чингук и Тэхён продолжают делиться моментами, которые подтверждают то, что многие уже знают, их связь сильна и крепнет. Нет необходимости в объяснении, потому что их повседневные действия ясно показывают, что существует между ними. Возвращение Чингука и активность Тэхёна в социальных сетях – две разные сцены, которые в совокупности передают одно и то же. Тэхён все еще здесь, и их связь остается сильной, несмотря на окружающий шум. И именно это ценят фанаты, потому что знают, что каждое появление, каким бы простым оно ни казалось, имеет особое значение. То, как Тэхён и Чингук ведут себя вместе, не требует особых объяснений. Это то, что любой может заметить, как только увидит это. Им не нужно много говорить или стараться что-то доказать. Это небольшие, почти автоматические движения, которые выдают их связь. Когда они рядом друг с другом, что-то мгновенно меняется в их языке тела. Дело не только в том, что они занимают одно и то же пространство, но и в том, как они его разделяют. Всегда есть прикосновение, взгляд, жест, который не кажется случайным. Они не стесняются сближаться, искать друг друга, как будто то, что происходит вокруг, не имеет значения. Это образ жизни, который кажется естественным, как будто они выстраивали его со временем, и теперь это часть их. Каждый раз, когда они появляются вместе на живом мероприятии или на публике, ожидание растет. Люди с нетерпением ждут этих взаимодействий, потому что знают, что всегда будет что-то запоминающееся. Общий смех, спонтанная шутка, жест, который станет темой для разговора. Удивительно, как эти моменты, какими бы простыми они ни казались, в конечном итоге приводят к переменам. Неудивительно, что многие мечтают о том, чтобы они снова провели прямые трансляции в ближайшее время. Для тех, кто следит за ними, эти моменты бесценны, потому что они раскрывают более подлинную сторону их самих, далекую от запланированного или отрепетированного. Есть одна деталь, которая часто остается незамеченной, но она ключевая. В видеороликах с Тэхёном и Чингуком есть повторяющаяся закономерность. Она настолько очевидна, что ее невозможно игнорировать. То, как они двигаются вместе, независимо от того, окружены ли они людьми или работает камера, их как будто связывает невидимая нить. Один человек делает шаг, другой следует за ним. Один человек протягивает руку, а другой отвечает, не задумываясь. Это как безмолвный танец, состоящий из жестов, которые, кажется, исходят скорее из сердца, чем из разума. В такие моменты их естественность, вот что поражает больше всего. Они не кажутся принужденными или ведущими себя так, будто пытаются что-то доказать. Они просто плывут по течению, в этом и заключается магия их отношений, им не нужны громкие заявления. Чтобы выразить свои чувства, одного их взгляда достаточно, чтобы заполнить пространство. И хотя все происходило незаметно, наблюдавшие за ними прекрасно улавливали основную идею. Их связь выходит за рамки публичного пространства. Их появление на таких платформах, как Уиверс, также демонстрирует эту связь. Например, когда Чингук появился через некоторое время, а Тэхён был активен в той же социальной сети, совпадение не осталось незамеченным. Для многих это было не просто совпадением. Эти моменты в конечном итоге усилили ощущение близости. Казалось, что в их присутствии царила постоянная синхронность.
Это породило множество комментариев, теорий и даже споров о том, что представляют собой эти отношения. Некоторые описывают их одним словом – тхэкук, для других это служит точкой сравнения с другой динамикой, например, джикук. Но во всем этом выделяется не название, а естественность отношений Тэхёна и Чингука, их не нужно классифицировать, чтобы почувствовать их связь. Самое захватывающее – это то, как им удается передать близость без чрезмерно преувеличенных жестов. Иногда достаточно простого прикосновения, например, прикоснуться друг к другу, проходя мимо или находясь в небольшом пространстве, не испытывая дискомфорта. В других случаях взгляд в глаза говорит громче слов. Уверенность в себе при взгляде на других, непоколебимая готовность сблизиться – все это ясно демонстрирует, что у вас есть что-то особенное, что не каждый может повторить. I won't quit, keep going till